День третий. Собираемся подниматься на Каратау. Второе дыхание все еще никак не открывается. Акклиматизация также не наступила. Спали сегодня до 9:30. Никогда такого не было. Еле открыли глаза, поели, еще хотели спать, но потом поняли, что надо идти, иначе мы просто не успеем. А сейчас мы около родника Суат, который дает начало реке Суат Восточной. Вчера тут уже был, показывал. Но что покажу. Вот мы набрали водицы. Вот тачка. Вот, набрали воды с собой. У нас 7,5 литров. Их надо тащить будет наверх. Потому что на плато больше воды нам нигде не встретится. Напились про запас. Сколько могли. Перед подъемом там много не выпьешь. Еще раз посмотрим на родничок. Как он тут бодренько журчит. Но, однако, комарики присутствуют. Все, пора идти. Вышли из леса. Это вот небольшая яйла на Каратау. Вот нам надо идти туда, наверх. Осталось уже немного. Основной подъем набрали. Ну, конечно, с водой, с полными рюкзаками. Вот сидим теперь, отходим в тени вот таких огромных величественных буков. Ну вот, мы уже на Каратау. Подообедали, подошли к пещере Керпи-Каба. Пещера раньше была в 70-е годы известна своими натечными образованиями, красивыми очень, включая знаменитые сталактиты, четки. Но в 75-м году уже путеводитель читал, уже это все было отбито, вынесено, и, в общем-то, вроде как ничего не осталось. Сейчас мы попробуем спуститься, она несложная для прохождения, и посмотреть, что сейчас там осталось. Тут мошек внутри. Это невозможное дело. Скользкая глина, без палок тут не спустишься. Ну вот, собственно, кажется, вся и пещера-то. А мошек тут это какая-то жесть просто. Вот уже видно и выход. Даже не пещера, а грот. А, пардон, вот есть боковое ответвление.
ничем вроде не примечательное место, но мы наконец спустились на Караби. Мы пошли напрямую с Каратау, ломанулись по азимуту там 51 где-то, прямо вниз по полянке. Думаем, полянка красивая, хорошая. Сейчас мы, значит, легко спустимся вниз. Но там трава по колено, а в траве такой скальник. Камни, перепутанные травой. Не знаю, мы, конечно, срезали сравнение от дороги километра 3, а может быть и 4. Но я даже не знаю, что было легче, пойти и обойти по дороге или вот ломануться по этому скальнику, заросшему травой. Вот хорошо видна Каратау, проплешина такая, мы по ней спускались. Да, скальник там еще тот. А это решили зайти на памятник пограничникам. Здесь вот такая конструкция. В переднем плане это буровая колонка, очевидно, которую тут заклинила. Да. Так, что у нас тут? Тут сразу несколько табличек. Героям партизанского движения Донецкого техникума. А вот это пограничникам, собственно. Ну, такой же современный, поставили стилизованный пограничный столб. Наш путь идет дальше, на Бузлук. Без рюкзака я еще на километров 10 легко промахаю. Даже в удовольствие. А даже 20, говорит, промахаем. Вот, особенно когда сидишь, хорошо очень. Кажется, рассуждать о том, сколько же мы сегодня пройдем. Да, а вот как рюкзак оденешь, все, я думаю, ну тогда, ну может 2 километра я еще сегодня пойду, но никак не больше. Значит, посмотрим, что получится. Вот еще артефакт древней цивилизации. Это поилка для скота. Ну, непонятно, откуда здесь в ней бралась вода, правда. Наверное, где-то бочка стояла. Не знаем, что это, но красиво. Хотя уже селенок нет, но мы все равно ходим, что-то снимаем все. Привычка какая-то стала. Такой огород заросший крапивой весь. Не, да, дальше не пойду.
Утро 4-го дня. Мы все еще живы, здоровы. Встали, позавтракали. Снимать с утра совершенно ничего не хочется, так вот такую памятку только. Сейчас пойдем через Караби к восточному обрыву. Там полюбуемся на море. А потом будем возвращаться на Суат. Ну, надеюсь, за день уложимся. Ходить по Караби, конечно, достаточно сложно. Во-первых, печет солнце, негде спрятаться. Во-вторых, повсюду скальники. Вот такие вот везде камни, 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 заросшие травой. И с рюкзаком идти по ним очень тяжело. Потом следующее — это отсутствие ориентиров. Воды на всем плато нету. Ну, говорили и читал я, что маршрут по Караби — это самые сложные маршруты в Крыму. Ну, по-моему, это правда. В пути встречаются разные артефакты. Какая-то шахта, практически отвесная, не проглядывается, сколько там глубина. Сейчас кинем камушек, послушаем. Глубоко, метров 20 точно, а дальше просто не стало слышно камня. Здесь кто-то построил, понятно, стеночку, такая современная, изготовление. То ли это стоянка была, выкладывали от ветра, чтобы палатку ставить, не знаю. Пещера не маркированная, надо будет посмотреть, что это. Очередное уходящее в недра земли отверстие. Ого! Ничего опять не маркировано. Говорили, что все пещеры перемаркировали. Идем, 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 идем. Было 2600 всего на расстояние по прямой, по навигатору. Насчет того, что надо обходить все воронки, не знаю, мы километра 4 намотались, не больше. Да еще и вверх-вниз, вверх-вниз. Караби, расстояние очень обманчиво. Вон тур, кажется, рукой подать. Уже 2 часа идем. Так, до края еще не дошли. Надо дачка правильно делать. Легла и восстанавливает силы. И нам еще пригодятся. Караби — это большое наглядное пособие по карсту. Карст — это процесс разрушения горных пород. На Караби основную работу выполняет вода. Вот когда-то, миллион лет назад, на месте этой вороночки была просто маленькая ямка, в которой скапливался снег. Он потихонечку таял, каплями уносил породу растворенную по щелям в известняке. Расширял их, расширял, воронка углублялась. И вот через миллион лет мы видим вот такие вот, всю поверхность изрытую воронками. А на дне воронки обычно вход в подземную часть, какая-то пещера идет. Здесь практически все пещеры вертикальные. Самая длинная — это шахта Солдатская. На в длину что-то 2700, по-моему, и в глубину, наверное, около 500 или 600 метров. Но если наврал, в субтитрах поправлю. Вот такой вот музей карста на Караби. От Судака до Юдага дошли до края света.
эти посадки внизу, это все уже в советский период высажено. Оригинальные леса еще были до революции все вырублены. Здесь были мощные такие старинные дубовые леса. Вот их всех свели, и это все восстанавливали вручную. Трудно представить, сколько труда потребовалось. Солнце сегодня палит немилосердно. Тяжело идти. Судя по всему, в общем, придется опять на эту Каратау лезть, только с другого конца. Была надежда ее обойти. Жарко очень, невыносимо. Не знаю, если не перегреемся на подъеме. Ну, других вариантов нету, надо залезть и спуститься на Суат, потому что больше воды мы нигде не найдем. Такую жару без воды, это трындец наступит быстро. Ну вот, опять уперлись. Какой-то овраг. И вот теперь надо обходить его вот аж в ту сторону. Пока только удаляемся от контрольных точек. Лезем на Такья-Тепе. Это южная вершина массива Картау. Мы были на северной вершине, а это мы теперь едем на южную. Совершенно неожиданно. Это я в маршруте накосячил. Не думал, что здесь подъем. Не посчитал. Думал, здесь ровная дорога. Ну вот. Сейчас я на своих двоих почувствую, какая здесь ровная дорога. Подъемчик приличный. Это 800-900 метров.